Здравствуйте, дорогие подписчики! В этом видео я расскажу вам, как перестать приумножать то, чего вы не хотите, и как привлечь любовь в свою жизнь. Далее, как повысить самооценку, принять и полюбить саму себя. Смотрите это видео до конца, подпишитесь на канал, я буду вам очень рад. Найдите в своей жизни человека, который вас больше всего бесит или раздражает. Опишите 3 качества этого человека, которые вы больше всего ненавидите и которые хотели бы в нем изменить. А теперь загляните внутрь себя и спросите себя, а в чем я похож или похожа на него, когда я веду себя точно таким же образом? Сейчас закройте глаза и дайте себе время подумать. А затем спросите себя, готовы ли вы к перемене? Только тогда, когда вы столкнетесь с правдой о самой себе, вы избавитесь от своих обычных мыслей, привычек, убеждений. А люди, которые вас раздражают, или изменятся, или совсем уйдут из вашей жизни. Если вы ненавидите своего начальника, который постоянно критикует и которому невозможно угодить или что-то доказать, опять посмотрите вглубь себя. А в чем вы похожи на него? Не думаете ли вы постоянно, что начальники вечно критикуют и им невозможно угодить? Может быть, вы сама или сам такая? Если ваш сотрудник или коллега упрямится и не желает выполнять свою часть работы, подумайте, как вы привлекли его в свою жизнь. Насколько вы упрямы и так же ленивы, как он. Если у вас проблемы с любимым или любимой, опять же загляните внутрь себя и посмотрите, что именно привлекло его к вам. Если ваш муж не оказывает поддержки и постоянно жалуется на жизнь, опять посмотрите на свои привычки, которые укоренились в вас с самого детства. Может быть, у вас один из родителей был, который и есть, который жаловался и жалуется на жизнь. И вообще, не жалуетесь ли вы сами постоянно на свою интересную жизнь? Если у вас ребенок, привычки которого раздражают, я вам гарантирую, что и у вас точно такие же привычки. Осознайте их. Уйдите от этих привычек, измените себя, и ребенок автоматически изменится. Автоматически. Существует только один способ изменить что-либо в других. Сначала изменить самого или саму себя. Измените свои мысли, привычки, и мир вокруг вас изменится автоматически. Ругать кого бы то ни было, бесполезно. Винить других – это зря растрачивать свою жизненную энергию, которая вам нужна для вашего здоровья и благополучия. Вы должны не кому-то, а сама себе сохранить свою силу, чтобы быть здоровой. И эта сила и энергия вам понадобится для перемен в вашей жизни. Давайте уже прямо сейчас переставайте играть в беспомощных жертв и начинайте делать что-то конкретное, чтобы помочь самой или самому себе. И для начала давайте привлечем любовь в свою интересную жизнь. Это называется любовь к самой или самому себе. Любовь всегда приходит в нашу жизнь неожиданно. Если вы постоянно ищете любви, то ничего хорошего из этого не получится. Вы не найдете. Любовь всегда внутри нас. Она просто есть. Она не внешнее проявление. Она не вокруг. Не стоит настаивать на том, чтобы любовь пришла сразу. Возможно, сейчас вы не готовы или недостаточно развиты духовно, эмоционально или личностно, или сейчас не хватает энергии и силы, чтобы принять настоящую любовь и судьбу. Понимаете? И сейчас помните главное. Совсем не стоит растрачивать себя на людей, которые вас не стоят. Помните об этом.
Прямо и конкретно определите для самой или самого себя, какую именно любовь вы бы хотели привлечь в свою жизнь. Развивайте такие же качества прежде всего в самих себе, и только тогда вы будете в состоянии привлечь соответствующего человека. Посмотрите на себя и подумайте, что удерживает вас от таких отношений. Спросите себя вслух, а что меня удерживает от таких отношений? Может быть, это критика других? Или, может быть, это чувство собственной неполноценности и низкая самооценка? А может, это слишком высокие запросы? Или образы кинозвезд? Или инстаграмных искусственных фотомоделей? Или, может быть, это страх интимности, душевности и открытости? Или это убеждение, что вас никто не сможет полюбить? Прямо сейчас приготовьтесь. Приготовьтесь любить, когда любовь придет. В первую очередь любить саму себя, и вас будут любить. Будьте честны и открыты в своих намерениях, и тогда все будет хорошо, поймите это. Услышьте меня. Будьте открытые и честные, потому что время жизни конечно. Скоро всему этому всему придет конец. А вы еще и не начинали любить себя и мир вокруг. Как создать что-то новое в своей жизни? Смотрите, как вы постоянно говорите сама себе в своем внутреннем диалоге. Я не хочу быть толстой, я не хочу быть бедной, я не хочу быть старой, я не хочу быть некрасивой, я не хочу жить здесь, я не хочу этого человека в моей жизни, я не хочу быть как мой отец и мать, я не хочу здесь работать, я не хочу быть одинокой, я не хочу быть несчастливой, я не хочу быть больной, я не хочу миому матки, я не хочу раннее истощение яичников, я не хочу быть бесплодной, тревожной и больной. И вы забыли, что ваша психика не воспринимает частицу «не». Уберите ее и поймите, почему в жизни все так, как есть. Эти утверждения показывают, каким образом вы запрограммированы, чтобы бороться, сознательно бороться с отрицательным в своей жизни. Нам всем кажется, что если будем думать о негативных моментах, положительное автоматически придет в нашу жизнь. Это ошибка. На самом деле все наоборот. И это закон. Вспомните, сколько раз в своей жизни вы концентрировались на том, чего не хотите. Получили ли вы то, чего вы хотели? Уверен, нет. Поймите, чем больше у вас отрицательных мыслей, тем больше вы создаете отрицательного в своей жизни. Помните про частицу «не». Все, что не устраивало вас в вашей жизни и вас самих до сих пор, наверняка сейчас же с вами. То, на что вы обращаете свое внимание, больше всего становится постоянным в вашей жизни. Ну так освободите себя от отрицательных мыслей и обратите свое внимание на то, что вы действительно хотите в своей жизни. В любой отрицательной ситуации находите и видите позитив, он там есть. Стоит только захотеть его увидеть. Даже сейчас, в текущем положении дел в мире, можно увидеть позитив. А если вы не можете сами, сейчас или позже, увидеть позитив, перестроить свое мышление, то лучше всего обратиться за помощью к хорошему психологу или психотерапевту. Вдвоем с ним вы по крупицам восстановите свою жизнь. Вы восстановите свою судьбу, вы восстановите свой ум. И далее будет восстанавливаться ваше здоровье. Записывайтесь на консультацию. А прямо сейчас вместе со мной вы превратите свои отрицательные утверждения
в положительное и уберем частицу «не». Повторяйте за мной. Я стройная, я вечно молодая, я живу или переезжаю в прекрасную квартиру, у меня прекрасные отношения со всеми, я люблю и любима, у меня прекрасное здоровье, я сильная и плодородная женщина. Вы должны не для других, а для самой себя научиться думать положительно. Положительное утверждение – это отражение ваших негативных убеждений об этом мире. Отрицательные утверждения только приумножают то, что вы не хотите. Фраза «я ненавижу свою работу» ни к чему вас не приведет. А фраза «я прекрасно принимаю свою новую чудесную работу» откроет новые каналы в вашем сознании и восприятии. То, что поможет увидеть ценность того, что есть сейчас, и действительно сделают вашу работу для вас именно такой. И только так это и работает. Вы должны не кому-то там другому. Вы должны сама себе постоянно делать такие положительные заявления. Это касается всего того, что вы хотите в своей жизни. Очень важно помнить, что положительные утверждения необходимо делать только в настоящем времени. В настоящем. И ваш подсознательный ум служит вам беспрекословно. И если вы будете говорить и думать все время в будущем времени, то именно так оно и произойдет. Вы всю жизнь будете ждать того, что можно получить уже прямо сейчас. Поймите, повторюсь, любовь к себе – это процесс. И основная ваша задача – это научиться любить саму себя. Помните то время в вашей жизни, когда вы себе нравились и у вас все шло как по маслу? Помните? Помните, когда вы любили кого-то и вам казалось, что все ваши проблемы исчезли? Помните? Те же прекрасные чувства, даже лучшее, принесет вам любовь к самой себе. Однако любить себя невозможно, если вы не одобряете своих поступков и не принимаете себя такую, какая вы есть. Запомните, никогда ни при каких обстоятельствах нельзя себя критиковать, свою фигуру, свой вес, свои отношения, свою жизнь. Вообще нельзя никого критиковать в этой жизни. Я слышу ваши возражения по этому поводу. Кто-то говорит сейчас прямо в экран телефона или компьютера или телевизора, а я себя всегда критикую. Мои родители, учителя, мужья, любовники всегда меня критиковали. А вот еще слышу вашу мысль. Но я же не смогу так. Как я изменюсь, если я не буду себя критиковать? Кто-то кричит. Я прямо слышу. Смотрите и слушайте. Самокритика – это то, когда вы автоматически включаете так называемого говоруна или эго. Вы и так натренировали свой ум постоянно унижать себя и сопротивляться переменам, что вам сейчас просто трудно не обращать внимания на то, что вам говорит этот говорун. Давайте сделаем упражнение. Посмотрите в зеркало, себе в глаза и осознанно скажите вслух себе: «Я люблю и уважаю себя именно такой, какая я есть». Как вы себя чувствуете, когда говорите это себе и смотрите себе в глаза в зеркале? Как вы себя чувствуете? Расскажу историю об одной девушке. У нее было время, когда она отрицала саму себя и иногда давала даже себе пощечину за это. Просто в то время она не знала таких слов, как принятие и самопринятие. Ее вера в собственную неполноценность была сильнее, чем что-либо другое. Если кто-то говорил ей, что любит ее, то сразу куча деструктивных мыслей появлялась в ее уме. Почему? Что они увидели во мне такого? Или, знаете, ее классическая мысль: если бы они знали, что я представляю из себя на самом деле, они бы меня никогда не полюбили. Такие мысли были у этой девушки. И она в то время и не подозревала, что все хорошее в нашей жизни начинается с принятия нашего внутреннего «я».
которая совсем отличается от нашего внешнего «я». Внешнее «я» – это только всего лишь наши поступки, которые являются результатом нашего раннего программирования, раннего воспитания и развития. И все. А внутреннее «я» – это нечто гораздо большее, чем наши поступки и действия. Внутреннее «я» – это наша нерасторжимая связь с Богом, с высшими силами, с тем божественным, что есть в нас. И это называется бесценный дар жизни. Эта девушка стала искать в себе хорошее качество, и это круто изменило ее жизнь. Ее здоровье улучшилось, и жизнь. Поймите, хорошее здоровье начинается с любви к самой себе. Тоже касается и взаимоотношений, развития творческих способностей, богатства и всего-всего-всего-всего в нашей интересной жизни. Позже эта девушка все-таки научилась любить и одобрять все в самой себе, даже те качества, которые ей казались недостаточно хорошими. Только тогда и лишь тогда начался значительный прогресс в ее интересной жизни. Она вылечила свою анорексию. И в вашей жизни тоже с этого момента начинается жизнь к лучшему. Перемены уже начались. Спасибо, что посмотрели до конца это видео. Если вы чувствуете, что забыли себя, просто посмотрите это видео еще раз. Буду рад вашим позитивным комментариям. И помните, что процесс вашей трансформации к здоровью и благополучию уже начался. А я желаю вам счастья, как всегда. Ваш доктор Павел Сапега.